Всем привет, меня зовут Татьяна. В этом видео мы свяжем вот такую нарядную косметичку. Я ее назвала «Сердечко». Косметичку можно использовать и как маленькую сумочку-клатч, как пенальчик и как кошелечек. Самым ярким украшением этой косметички является сердечко, вывязанное бусинами, и узорчик с пышными столбиками и бусинами между ними. Сумочка связана крючком, бусины полностью ввязаны в полотно и украсила дополнительно брелочком, также в виде сердечка. Изделие полностью бесшовное. Вы можете вязать косметичку абсолютно любым узором и любой пряжей. Главный принцип вязания самой косметички. И также связать такую косметичку можно любого размера. Все зависит от размера выбранной вами застежки молнии. У меня высота 12,5 сантиметров, ширина 18 сантиметров. Вот так косметичка выглядит внутри. Итак, для работы нам потребуется застежка молния у меня длиной около 20 сантиметров, крючок с тонким основанием для начального ряда и ввязывание бусин. У меня номер 1,25. Крючок номер 2 для основного вязания. Бусины и пряжа. Я использовала Alize Diva с метражом в 100 граммах 350 метров, цвет 488, состав 100% микрофибра. Давайте приступим. Для начала работы я взяла крючок номер 1,25, так как буду провязывать столбики без накида из тесьмы застежки молнии. И чтобы дырочки не были слишком большими, лучше воспользоваться крючком с тонким основанием. Отступаем от нижнего ограничителя на 2-3 мм, вводим крючок в тесьму, подхватываем нить снизу и вытягиваем петлю на лицевую сторону. Петля должна быть чуть больше ширины тесьмы. Подхватываем нить и провязываем первый столбик без накида. Отступаю от провязанного столбика примерно на 3 мм и вновь вкалываю крючок в тесьму, подхватываю нить и вытягиваю петлю на ширину тесьмы. Провязываю столбик без накида. Отступаю от провязанного столбика на 3 мм, вкалываю крючок, подхватываю нить, вытягиваю петлю и провязываю. Отступаю от провязанного столбика на 3 мм, вкалываю крючок, подхватываю нить, вытягиваю петлю и провязываю. Примерно так должно получаться. Обратите внимание, что оставшийся конец нити я придерживаю с внутренней стороны вдоль тесьмы, чтобы одновременно спрятать хвостик вязания. Вот таким образом. Подхватываю ниточку, вытягиваю петельку. Конец нити остается под провязанными столбиками. И опять. Подхватываю ниточку, вытягиваю петельку. Конец нити спрятан в вязании. Провязываем столбики без накида до верхнего ограничителя. Вот я провязала точно до верхнего ограничителя. Далее провязываем 3-4 воздушные петли. Я провяжу 4. 1, 2, 3,
4. Если у вас пряжа толще, то хватит 3 воздушных петель. Ввожу крючок рядом с ограничителем с противоположной стороны и провязываю столбик без накида. Отступаю от провязанного столбика на 3 мм, от зубчиков на 2-3 мм и провязываю следующий столбик без накида. Вытягиваю петлю и провязываю следующий столбик без накида. И так далее. Вот что получается. Провязываем до нижнего ограничителя. Провязали. Закончилось симметрично с началом вязания. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок в первый столбик без накида и провязываем соединительную петлю. С этого момента перехожу на крючок номер 2 и далее буду вязать по спирали, не делая петель подъема. Ввожу крючок в следующую петлю первого ряда и провязываю столбик без накида. И так далее. Вяжем в каждую вершинку столбиков без накида предыдущего ряда по одному столбику без накида. Подхватываем петлю за 2 ниточки. Провязали до верхнего ограничителя и там, где мы вязали 4 воздушные петли, провяжем в каждую по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в вершину столбика без накида первого ряда. И так далее. Вяжем в каждую вершинку столбиков без накида предыдущего ряда по одному столбику без накида. Провязали до нижнего ограничителя и провязываем 4 столбика без накида в каждую воздушную петлю. 1, 2, 3, 4. И не делая петель подъема, продолжаем вязать по спирали. Просто ввожу крючок в вершину столбика без накида предыдущего ряда и провязываю столбик без накида. И так далее. Продолжаем вязать столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда по всей окружности. Провязали до нижнего ограничителя. Вяжем до того места, откуда мы начинали ряд. Мы провязали после наборного ряда 2 ряда столбиками без накида. Далее я буду менять узорчик. Вот с этого места я начинала предыдущий ряд. Делаю накид. В эту петлю мы провязали, следующую петлю пропускаю и в эту петельку провязываю столбик с одним накидом. И в следующую петлю столбик с одним накидом. Теперь петельку чуть-чуть вытягиваю, делаю накид и ввожу крючок в пропущенную непровязанную петлю. Вытягиваю петельку. Второй раз делаю накид, ввожу крючок в эту же петлю, вытягиваю петельку. И третий раз делаю накид, вытягиваю петельку. Провязываем все петли с накидами, оставив первую петлю на крючке. И оставшиеся 2.
Делаем накид, из этой петельки провязали, следующую петлю пропускаю и во вторую вяжем столбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Петельку вытягиваю, делаю накид, ввожу крючок в непровязанную петлю, вытягиваю петельку. Второй раз делаю накид, ввожу крючок в эту же петлю, вытягиваю петельку и третий раз делаю накид, вытягиваю петельку, провязываем все петли с накидами и оставшиеся 2. Из этой петельки провязали, следующую петлю пропускаю, делаем накид и во вторую вяжем столбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Петельку вытягиваю, делаю накид, ввожу крючок в непровязанную петлю, вытягиваю петельку. Второй раз делаю накид, ввожу крючок в эту же петлю и третий раз делаю накид, вытягиваю петельку. Провязываем все петли с накидами, оставив первую петлю на крючке и оставшиеся 2. Итак, вяжем пышные столбики по всей окружности. В конце еще раз покажу узорчик. Из этой петельки провязали, следующую петлю пропускаю, делаем накид и во вторую вяжем столбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Петельку вытягиваю, делаю накид, ввожу крючок в непровязанную петлю, вытягиваю петельку. Второй раз делаю накид, ввожу крючок в эту же петлю и третий раз делаю накид, вытягиваю петельку. Провязываем все петли с накидами, оставив первую петлю на крючке и оставшиеся 2. Делаем накид, из этой петельки провязали, следующую петлю пропускаю и во вторую вяжем столбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Петельку вытягиваю, делаю накид, ввожу крючок в непровязанную петлю, вытягиваю петельку. Второй раз и третий раз. Провязываем все петли с накидами, оставив первую петлю на крючке и оставшиеся 2. Провязали до того места, где начинали вязать узорчик пышными столбиками, и следующий ряд провяжем столбиками без накида. Из этой петли мы вязали столбик с одним накидом, в следующую петлю вяжем столбик без накида. Продолжаем вязать столбики без накида. Итак, в каждую петлю вяжем столбик без накида. Продолжаем по всей окружности. Провязали, и в этом ряду я буду вязать также столбиками без накида и ввязывать бусины в полотно. Вновь воспользуюсь крючком меньшего размера. Вы можете воспользоваться другим номером, главное, чтобы основание крючка входило в отверстие бусины. В эту петельку я провязала, в следующую вяжу столбик без накида. Далее меняю крючок на номер 1,25. Надеваю бусинку на крючок, ввожу крючок в следующую петлю предыдущего ряда, вытягиваю нить и протягиваю ее через отверстие бусины и провязываю столбик без накида.
Далее крючком номер 2 свяжу 2 столбика без накида. Старайтесь, чтобы бусины находились как бы между пышными столбиками. Если у вас не совпадает, можно немного сместить вязание. И опять берем бусину, ввожу крючок меньшего размера в петлю, надеваю бусину и провязываю столбик без накида, только с протягиванием нижней петли через отверстие бусины. И вяжу 2 столбика без накида крючком номер 2. Беру бусину, перехожу на крючок 1,25, надеваю бусину на крючок, ввожу крючок в петлю предыдущего ряда, вытягиваю ниточку и протаскиваю ее через отверстие бусины. Провязываю 2 петли вместе. Далее 2 столбика без накида крючком номер 2. Беру бусину, меняю крючок, нанизываю бусинку на крючок, провязываю столбик без накида с протягиванием нижней петли через отверстие бусины. И 2 столбика без накида крючком большего размера. Беру бусину, меняю крючок, нанизываю бусинку на крючок, провязываю столбик без накида с протягиванием нижней петли через отверстие бусины. И 2 столбика без накида крючком большего размера. Надеваем, протягиваем, провязываем. И 2 столбика без накида. Надеваем, протягиваем, провязываем. И 2 столбика без накида. Продолжаем самостоятельно. Встретимся в конце ряда. Завершаем ряд. Ввязываем бусину. И остается связать 2 столбика без накида. 1, 2. И сразу перехожу к следующему ряду, который мы провяжем столбиками без накидов в каждую петлю предыдущего ряда. Вяжем до начала следующего ряда. Провязали и далее опять будем вязать пышные столбики с наклоном. И чтобы соблюсти симметрию, я хочу, чтобы пышные столбики располагались между бусинами. Поэтому начну провязывать ряд с пышными столбиками чуть раньше. Вот я связала столбик без накида в петлю перед бусиной, делаю накид, следующую после бусины пропускаю и в следующую провязываю столбик с одним накидом. И в следующую петлю столбик с одним накидом. Петельку вытягиваю, делаю накид, ввожу крючок в непровязанную петлю, вытягиваю петельку. Второй раз делаю накид, ввожу крючок в эту же петлю. И третий раз делаю накид, вытягиваю петельку. Провязываем все петли с накидами, оставив первую петлю на крючке. И оставшиеся 2. Делаем накид, из этой петельки провязали, следующую петлю пропускаю и во вторую вяжем столбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Петельку вытягиваю, делаю накид, ввожу крючок в непровязанную петлю, вытягиваю петельку,
Второй раз делаю накид, ввожу крючок в эту же петлю, вытягиваю петельку и третий раз делаю накид, вытягиваю петельку, провязываем все петли с накидами и оставшиеся 2. Во вторую вяжем столбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Петельку вытягиваю, делаю накид, вытягиваю петельку второй раз и третий раз. Провязываем все петли с накидами и оставшиеся 2. И так далее. Вяжем до конца кругового ряда. Встретимся в конце ряда. Я завершаю ряд с пышными столбиками, пропускаю петлю, вяжу 2 столбика с одним накидом, вытягиваю петлю и из непровязанной петли вяжу пышный столбик, состоящий из 3 накидов и 3 вытянутых петель. Провязываю все вместе и оставшиеся 2 петли. И сразу начинаю вязать следующий ряд. Вот в эту петлю мы провязали, следующую вяжем столбик без накида. Итак, вяжем столбиками без накида в каждую петлю предыдущего ряда до конца кругового ряда. Заканчиваем ряд и сразу переходим к следующему ряду. Продолжаем вязать по спирали столбиками без накида. Я провяжу всего 2 ряда столбиками без накида. Вы можете продолжить узорчик с пышными столбиками и с бусинами. Я же дальше буду вязать столбиками без накида и ввязывать в полотно бусины, формируя их в форме сердечка. Я связала 2 ряда столбиками без накида и начала вязать третий ряд. Связала примерно 3/4 части кругового ряда. И на этом этапе буду ввязывать бусины в полотно. Я нарисовала схему в форме сердечка, где крестиками обозначила место ввязывания бусин, а пустые клеточки между ними – это столбики без накида. Отметила центр на схеме и обозначила центр на полотне, отсчитав одинаковое количество бусинок с одной и с другой стороны. Вот у меня центральная петелька, и я ее пока отметила булавочкой. Вы можете сразу повесить маркер. Переворачиваем схему для удобства и отсчитываем от центральной петли 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестую петлю ввязываем бусину. Я заранее отсчитала. Беру крючок меньшего размера, ввожу крючок в петлю, затем в бусину и провязываю столбик без накида, протаскивая нижнюю петлю через бусину. И крючком номер 2 в следующую петлю 1 столбик без накида. И опять беру бусинку и крючок 1,25, ввожу в петлю, нанизываю бусину, ввожу крючок в следующую петлю предыдущего ряда, вытягиваю ниточку, протаскиваю ее через отверстие бусины и провязываем 2 петли вместе. Далее по схеме 7 столбиков без накида. 1, 2, 3 до центральной петли. Центральную провязываю, вешаю маркер и еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Беру бусину, ввожу крючок в петлю, в бусину и провязываю столбик без накида с протягиванием нижней петли через отверстие бусины. Следующий столбик без накида и опять ввязываем бусину.
и довязываем ряд столбиками без накида до конца. Вот до этого места. И следующий ряд свяжем столбиками без накида. Вот я провязала еще один ряд столбиками без накида и начала вязать следующий до места ввязывания бусин. Не забываем перевесить маркер. И по схеме от средней петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в 8-ю петлю ввязываем бусину. Меняю крючок, нанизываю бусинку. Проверяем себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю провязываем. Протягиваем петлю сквозь отверстие и 2 петли вместе. Столбик без накида основным крючком. Вновь меняю крючок, нанизываю бусину, провязываю столбик без накида, протянув петлю через отверстие бусины. Столбик без накида основным крючком. И опять. Меняю крючок, нанизываю бусину, провязываю столбик без накида, протянув петлю через отверстие бусины. Столбик без накида основным крючком. Всего до средней петли нужно ввязать 4 бусины. Нанизали, протянули, провязали. И в третьем ряду сердечко, до центральной петли 1 петля, до следующего ввязывания бусин 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Маркер возвращаем на среднюю петлю. И ввязываем оставшиеся 4 бусины. Нанизали, протянули, провязали. Столбик без накида основным крючком. Нанизали, протянули, провязали. Столбик без накида основным крючком. Нанизали, протянули, провязали. Столбик без накида основным крючком. И 4-ю бусинку нанизали, протянули, провязали. Столбик без накида основным крючком. Довязываем ряд до конца столбиками без накида. 4-й ряд сердечко вяжем столбиками без накида и провязываем 5-й ряд до места ввязывания бусин. Провязала 4-й ряд столбиками без накида и начала вязать 5-й ряд. И по схеме в центральную петлю тоже вяжем бусину. Начинаем ввязывать также в 8-ю петлю от центральной. Вот наша косичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 8-ю петлю ввязываем бусину. Нанизали, протянули, провязали. Столбик без накида основным крючком. 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 И ввязываем бусину в центральную петлю.
И оставшиеся 4 бусины ввязываем самостоятельно. Далее вяжем 6-й ряд сердечка столбиками без накида. Я сразу не повесила маркер на центральную петлю, но, возможно, новичкам будет сложно ориентироваться, поэтому я решила вязать дальше с маркером. Вот у нас центральная бусина. Провязываем в нее столбик без накида и надеваем на эту петлю маркер. И довязываем 6-й ряд сердечка и встретимся в 7-м ряду вместе ввязывания бусин. 7-й ряд с бусинами вяжется аналогично 5-му ряду. Ввязываем первую бусину в 8-ю петлю от центра и всего ввязывается 9 бусин. От центральной петли отсчитываем 8 петель и в 8-ю ввязываем бусину. Нанизали, протянули, провязали. Столбик без накида основным крючком. Нанизали, протянули, провязали. И так далее. Продолжаем. Когда будете ввязывать центральную бусину, не забудьте повесить маркер на эту петлю. Вот я вязала 9 бусин. С изнанки у нас все ровненько. Довязываем этот ряд до конца. Вяжем 8-й ряд столбиками без накида и 9-й ряд до ввязывания бусин. 9-й ряд сердечка. По схеме ввязываем бусину в 6-ю петлю. Нанизываем бусину. От центральной петли 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 6-ю вяжем. Протянули, провязали. Столбик без накида. Ввяжем еще 2 бусины до серединки. И в серединку я буду ввязывать бусинку кристаллик. Также нанизываю на крючок и провязываю столбик без накида с протаскиванием нижней петли через отверстие. И столбик без накида. Вешаю маркер на столбик без накида, с которым ввязывали кристаллик. И продолжаем ввязывать еще 3 бусины. Довязываем ряд до конца столбиками без накида. 10-й ряд сердечка вяжем столбиками без накида. И провязываем 11-й ряд до места ввязывания бусин. 11-й ряд сердечка и по схеме 5 бусин. Начинаем ввязывать бусины от центральной в 4-ю петлю. 1, 2, 3, в 4-ю ввязываем бусинку. Вязали столбик без накида. И оставшиеся 4 бусины ввязываем самостоятельно. Вязали 5 бусин. Довязываем ряд до конца столбиками без накида. 12-й ряд сердечка вяжем столбиками без накида. И провязываем 13-й ряд до места ввязывания бусин. 13-й ряд сердечка. По схеме 3 бусины. Начинаем ввязывать во 2-ю петлю перед центральной. Нанизываем бусину. 1, 2, во 2-ю ввязываем. Столбик без накида. Ввязываем центральную и еще одну.
Довязываем ряд до конца столбиками без накида. 14 ряд сердечко вяжем столбиками без накида и провязываем 15 ряд до места ввязывания бусин. 15 ряд сердечко. По схеме ввязываем одну бусину в центральную петлю. Ввязываем. И продолжаем вязание столбиками без накида. Довязываем ряд до конца столбиками без накида и свяжу еще 3 ряда столбиками без накида. Связала я 3 ряда столбиками без накида после ввязывания последней бусины. Здесь у нас начало кругового ряда. И с этого момента я буду вновь повторять комбинацию узоров верха косметички. Пышные столбики с накидом, ряд столбиков без накида, ряд столбиков без накида с бусинами с чередованием 2 столбиков без накида, ряд столбиков без накида и ряд пышных столбиков с наклоном. Вот у нас начало вязания. И начинаю ряд пышных столбиков. Делаю накид, пропускаю петельку и в следующую вяжу 1 столбик с накидом и еще 1 столбик с накидом. Вытягиваю петельку, накид, ввожу крючок в пропущенную петлю, вытягиваю петельку, второй накид, вытягиваю петельку, третий накид, вытягиваю петельку, провязываю петли с накидами и еще 2 петли. Делаю накид, пропускаю петельку и в следующую вяжу 1 столбик с накидом и еще 1 столбик с накидом. Вытягиваю петельку, накид, ввожу крючок в пропущенную петлю, вытягиваю петельку, второй накид, вытягиваю петельку, третий накид, вытягиваю петельку, провязываю петли с накидами и еще 2 петли. Довязываем ряд до конца. Провязали. И с этой петельки мы начинали вязать столбик с одним накидом. В эту петлю провязала и дальше просто начинаю вязать столбиками без накида в каждую петлю. Вяжем ряд столбиками без накида, ряд столбиками без накида с бусинами и еще ряд столбиками без накида и ряд пышными столбиками. Я связала после ряда с пышными столбиками еще 2 ряда столбиками без накида. Вот здесь видно место соединения рядов. Выворачиваем работу на изнаночную сторону, расправляем косметичку. Совмещаю нижние края и складываю их вместе. Ввожу крючок в следующую петлю и в противоположную ей с другой стороны. Провязываю столбик без накида из этих 2 петелек. И опять в следующую и противоположную ей. Провязываю столбик без накида. Обратите внимание, что петельки подхватываю за 2 ниточки. И так продолжаем. Подхватываем 2 петельки и провязываем их столбиками без накида. Довязываем. Осталось по одной петельке с одной и с другой стороны. Я их провязываю вместе и еще раз закреплю. Ниточку отрезаем и прячем в вязание.
Вот такой краешек получается. Концы застежки молнии сошью между собой. Выворачиваем, выправляем место соединения. Вот так аккуратненько и незаметно получается. Далее свяжем брелочек сердечко. Набираю 4 воздушные петли. Протаскиваю хвостик через отверстие пуллера. Ввожу крючок в первую воздушную петлю и провязываю их вместе. Поднимаюсь на 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Беру крючок меньшего размера, делаю накид, нанизываю бусину кристаллик и ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, 4. Вытягиваю ниточку и протаскиваю через отверстие бусины. Провязываю вытянутую петлю и накид. Делаю 2 накида и в эту же петлю вяжу столбик с 2 накидами. Вытянули, провязали 1 раз, 2 раз и 3 петли вместе. Делаю 2 воздушные петли, накид и ввожу крючок под столбик с 2 накидами. Вытягиваю петлю 1 раз, делаю накид, вытягиваю петлю 2 раз, 3 раз, 4 раз, 5 раз, 6 раз. И начинаю провязывать 2 петли. И вместе с провязанной еще 2, всего 3. Опять 3 петли вместе. 4 раз. 5 раз. 6 раз. Остались 2 петли. Вынимаю крючок, разворачиваю вязание, подхватываю петли, нить перед работой, делаю накид и ввожу крючок под цепочку из воздушных петель. Вытягиваю петлю 1 раз, делаю накид, вытягиваю петлю 2 раз, 3 раз, 4 раз, 5 раз, 6 раз. Провязываем 2 петли, 3 петли, 3 петли, 3 петли, еще 3 петли, 3 петли и оставшиеся 3 петли вместе. Разворачиваемся на лицевую сторону, еще раз закреплю. Вот такое милое сердечко получилось. Я отрезала ниточку подлиннее для того, чтобы нанизать еще несколько бусин на хвостик. Можно это сделать также при помощи крючка с тонким основанием, а можно смазать кончик нити клеем и дать ему подсохнуть. Кончик нити затвердел, и бусины с легкостью нанизываются на нить. Нанизала одну, делаю узелочек, вторую, делаю узелочек и третью. Делаю узелочек 1 раз и для надежности 2 раз. Хорошо подтягиваю и обрезаю нить. Начальный хвостик также закреплю и прячу в вязание.
Наша косметичка-сумочка готова. По-моему, получилось изумительно. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Впереди еще много интересного. До скорых встреч!